1903 году в городе Бейпорт, штат Мэн, произошло событие, которое потрясло все местное население. Целая группа из 5 исследователей исчезла без следа. Команда, состоявшая из ученых и студентов, пришла в леса для изучения аномальных магнитных полей. Они вышли из города с полной уверенностью в своих силах. На момент их ухода в Бейпорт не было никаких признаков тревоги. Исследователи были хорошо подготовлены, имели с собой достаточное количество провизии и необходимое оборудование. Через 3 дня после их исчезновения в местной газете появилась статья, в которой сообщалось о запланированных поисковых работах. Городские власти организовали группы для обследования окружающих лесов, однако результаты оказались неутешительными. Исчезновение привлекло внимание не только местных жителей, но и ученых из соседних университетов. Ученые с энтузиазмом взялись за изучение не только самой загадки исчезновения, но и странных явлений, которые начали проявляться в Бейпорте. В тот же день, когда исследователи пропали, жители стали замечать аномалии. Часы в домах останавливались на разных отметках, а затем вновь начинали идти, показывая непредсказуемое время. Звуки также начали искажаться. Гудки поездов слышались из дальних концов, хотя поезда находились в других направлениях. Горожане начали обмениваться слухами о паранормальных явлениях, и вскоре разговоры о странностях стали обыденностью. Некоторые местные жители начали собираться на площади и обсуждать исчезновение исследователей. Один из них, местный охотник и ветеран Первой мировой войны, рассказал о своих необычных встречах в лесу. Он утверждал, что видел группу мужчин в устаревшей одежде, которые не реагировали на его приветствие. Эти мужчины выглядели как будто бы не принадлежали к этому времени, что вызвало тревогу среди слушателей. Ситуация накалялась. Местные власти решили отправить экспедицию для расследования загадочных событий. Это решение вызвало как страх, так и любопытство. Горожане начали подозревать, что лес скрывает в себе тайны. Каждый, кто знал о темных явлениях, ощущал, что что-то необычное происходит. Экспедиция должна была отправиться в место, где, по слухам, находился источник аномальных событий. Собранная группа исследователей, состоящая из местных жителей и ученых, готовилась к отправлению. Каждый из них осознавал, что эти исследования могут навсегда изменить жизнь их городка. В Бейпорте нарастало волнение, и все с нетерпением ждали, что произойдет в лесах, которые стали центром необычных событий. Эта история только начинала развиваться, и впереди ожидали открытия, которые изменят восприятие времени и реальности. Экспедиция, состоящая из привлеченных местных жителей и ученых, начала собираться на площади Бейпорта. Каждый участник был одет в удобную одежду, с собой они тащили рюкзаки с оборудованием и запасами. По мере того, как сборы продолжались, в городе возникло волнение. Люди обменивались мнениями о том, что может произойти в лесу. Немногие верили в успешный исход, но интерес только подогревал их жажду приключений. Вскоре группа собралась у края леса. Лидером был доктор Эдвард Хантер, профессор физики из местного университета. Он привел с собой несколько студентов, включая Алису и Джейсона, которые горели желанием разгадать тайну исчезновения исследователей. Остальные участники, включая местных охотников и знатоков леса, внимательно слушали инструкции. Доктор Хантер напомнил о необходимости осторожности и об использовании радиосвязи для поддержания контакта с городом. Группа разделилась на 3 части, каждая из которых направилась в свою сторону. Это решение было принято для более быстрого обследования территории с большим охватом. Каждый участник настроился на то, чтобы найти хоть какие-то улики, указывающие на судьбу пропавших. Первые часы экспедиции прошли спокойно. Лес был обычным, наполненным звуками природы. Однако по мере углубления в его недра участники начали ощущать что-то странное. Листья на деревьях шевелились даже при отсутствии ветра, а звуки животных казались приглушенными. Это вызывало у всех настороженность, но никто не хотел обсуждать свои опасения. Через несколько часов поисков Джейсон заметил на земле странные следы. Они были больше человеческих, но при этом казались неестественными. Следы вели к небольшому холму, покрытому мхом. Группа решила проследовать за ними. На холме они обнаружили что-то похожее на то, что могло быть лагерем исследователей. Разбросанные вещи, остатки еды и даже фрагменты оборудования разбили надежды на удачное завершение поисков. Алиса обратила внимание на странную металлическую конструкцию, спрятанную под кустами. Ее поверхность мерцала, как будто отражая свет в неестественном угле. Доктор Хантер подошел ближе, его лицо выражало недоумение.
Он начал записывать наблюдения, отмечая, что конструкция явно не была частью стандартного исследовательского оборудования. С каждым моментом загадка становилась все более запутанной. В это время одна из групп, исследовавшая восточную часть леса, связалась по радиосвязи. Они сообщили о том, что слышали странные звуки, напоминающие механические гудки. Звуки доносились из глубины леса, словно что-то жило в его недрах. Обеспокоенные эти сообщения, участники экспедиции начали обмениваться тревожными взглядами. Доктор Хантер принял решение начать возвращение. Он сообщил, что необходимо провести собрание, чтобы обсудить дальнейшие действия. По мере того, как группа возвращалась к месту сбора, тревога нарастала. Каждый шорох дерева и звук ветра казались предвестниками чего-то таинственного. Лес, который они считали знакомым, стал полон неожиданностей и неприятных сюрпризов. В этой обстановке исчезновение исследователей обретало новые грани, а перспектива дальнейших исследований становилась все более рискованной. В Бэйпорте напряжение нарастало. Пока группа исследователей углублялась в лес, в городке продолжали происходить необъяснимые события. Люди заметили, что время начало вести себя странно. Некоторые жители сообщали о том, что часы в их домах показывали разные минуты, и это происходило одновременно. Например, у одной семьи настенные часы показывали 8:30, а наручные — 9:15. Этот феномен напугал горожан. На утро следующего дня, когда жители проснулись, погода резко изменилась. Ясное небо вдруг заволокло облаками, и начался сильный дождь, сопровождаемый порывами ветра, которые вырывали деревья. Говорили, что такие изменения в климате в этом районе были крайне редки. Некоторые даже вспомнили о предсказаниях старого деревенского провидца, который как-то говорил о временах, когда небо и земля встретятся. Его слова теперь всплывали в умах людей, добавляя еще больше мистики к уже напряженной обстановке. Собаки в городе начали вести себя неспокойно. Они выли и бегали кругами, словно ощущая что-то неподобающее. Их поведение вызывало беспокойство у владельцев, особенно у старшей женщины по имени Мэри, которая не могла успокоить свою овчарку. Она пыталась игнорировать ее, но вскоре сама начала чувствовать, что вокруг происходит что-то странное. Мэри пошла к местному магазину, где собирались все соседи, чтобы обсудить последние события. Собрание в магазине началось в полдень. Жители делились своими наблюдениями о времени, странных звуках и необъяснимых явлениях. Один из местных рыбаков заявил, что в реке появились рыбы, которых он никогда не видел. Он описывал их как большие и с ярко-синими полосами на теле, чего в данной местности раньше не встречалось. Участники собрания начали обсуждать, не являются ли эти события следствием исчезновения исследователей. Мужчина по имени Томас, который давно работал в лесу, вспомнил о необычных огнях, которые он видел несколько ночей назад. Свет разрывал ночное небо и двигался с удивительной скоростью, как будто что-то пыталось привлечь внимание. Эти слова привлекли внимание всех, и разговор стал более напряженным. Некоторые начали говорить о возможности паранормальных явлений, о том, что лес может быть проклят. В этот момент в магазин вошел местный шериф, который выглядел обеспокоенным. Он объявил, что для всех жителей организуют собрание в городском зале. Шериф хотел собрать все факты и попытаться понять, как действовать дальше. В его голосе звучала тревога, ведь он знал, что в городе назревает паника. Многие жители начали всерьез беспокоиться о безопасности своих семей. Тем временем в лесу группа исследователей продолжала свои поиски, не подозревая о том, что в Бэйпорте их исчезновение уже стало предметом обсуждения и тревоги. Весь город, парализованный страхом и недоумением, ожидал, что произойдет дальше. Каждый новый день приносил новые загадки, и жители понимали, что их жизни навсегда изменятся. Вокруг сгущалась тьма, а тайна, связанная с исчезнувшими, лишь углублялась. Группа исследователей углубилась в лес. По мере продвижения вперед атмосфера становилась все более напряженной. Внезапно, когда они достигли небольшого оврага, Джейсон заметил, что воздух вокруг них стал каким-то тяжелым. Каждый вдох давался с трудом, словно пространство вокруг искажалось. Доктор Хантер предложил остановиться и проверить оборудование, чтобы убедиться, что все приборы работают правильно. Студенты начали распаковывать свои вещи и настраивать приборы для измерения магнитных полей. Внезапно один из студентов, Алиса, вскрикнула. Она указала на нечто блестящее, скрытое под опавшими листьями. Группа подошла ближе и обнаружила металлический предмет, похожий на обломок, который явно не принадлежал этому месту. Его форма была необычной, и каждая деталь мерцала, словно отражая свет по-другому.
Когда исследователи начали осматривать находку, сзади послышался звук, напоминающий шорох. Они обернулись и увидели, как деревья начинают колыхаться, хотя ветер утих. Страх охватил группу, и они начали осматриваться в поисках источника шума. Доктор Хантер распорядился оставаться на месте, однако любопытство пересилило страх, и группа начала медленно приближаться к источнику звука. Вдруг из густых зарослей появилось сильное свечение. Яркие лучи света пробивались сквозь листву и ослепили исследователей. Звуки усиливались, напоминая механические гудки, о которых сообщали местные жители. Секунды тянулись, и никто не решался сделать шаг вперед. Однако в это время Алиса заметила, что на металлическом обломке начали появляться странные символы. Они светились и менялись, как будто призывали их к действию. Доктор Хантер, почувствовав, что загадка становится все более запутанной, решил проверить обломок. Он осторожно коснулся его поверхности и в тот же миг ощутил резкое изменение температуры. Металл стал горячим, и символы начали ярче светиться. В этот момент гудок достиг максимальной громкости, и группа была вынуждена закрыть уши. Внезапно пространство вокруг них зашумело, и Алиса заметила, что время, казалось, замедлилось. Все происходило, как в замедленной съемке. Доктор Хантер пытался собрать мысли и произнес несколько команд, но его голос не звучал в этом новом времени. Внезапно пространство вокруг них пронзило ослепительное свечение, и мир вокруг стал исчезать. Исследователи оказались в темноте, и каждый из них почувствовал, как их сознание уходит в пустоту. Когда они пришли в себя, группа оказалась на том же месте, но лес выглядел иначе. Деревья были более высокими, а атмосфера — неестественной. Звуки природы изменились, и даже воздух казался другим. Каждый из них почувствовал, что время не совпадает с тем, каким они его знали. Исследователи обменялись тревожными взглядами, осознавая, что они находятся в какой-то новой реальности, в которой исчезновение их товарищей могло иметь гораздо более глубокие корни, чем они предполагали. На горизонте забрезжил свет. Все понимали, что это не просто аномалия, а нечто гораздо более серьезное, и их приключение только начиналось. Несмотря на нарастающее напряжение и страх, группа исследователей осознала, что отступать не имеет смысла. Они обменялись взглядами, полными решимости, и начали двигаться в сторону света, расположенного на горизонте. Каждый шаг давался с трудом, и лес вокруг казался более плотным, чем раньше. Деревья вытягивались к небу, а их листья шептали о каких-то далеких тайнах. Доктор Хантер, стараясь удержать контроль над ситуацией, начал записывать свои наблюдения. Он заметил, что многие привычные растения выглядели иначе. Друг Джейсон закричал, указывая на странные фигуры, которые мелькали между деревьями. Эти существа были похожи на людей, но их лица и тела были размыты, как будто они были частью леса. Исследователи застыли на месте, сердце каждого забилось быстрее. Никто не знал, как реагировать. Тем временем свет на горизонте начал сгущаться и принимать форму. Он становился все ярче, и вскоре группа поняла, что это не просто освещение. Это было какое-то поле, излучающее необычайную энергию. Подойдя ближе, они заметили, что вокруг этого поля происходили странные искажения. В воздухе ощущалось электричество, и каждый из них чувствовал, как волосы на затылке встают дыбом. Доктор Хантер предложил провести эксперименты с измерительными приборами, чтобы понять, что именно происходит. С помощью оборудования они начали фиксировать данные. Компьютерные графики показывали резкие колебания, и, наконец, один из устройств издал пронзительный звук. Ученые переглянулись, осознавая, что поле, вероятно, является источником исчезновения их товарищей. Пока группа собирала данные, Алиса заметила, что за ними наблюдают. Она обернулась и увидела тех же самых фигуры, что мелькали между деревьями. Они приближались, все более четко принимая вид людей. Но их глаза были пустыми, а движения странными, как будто они не полностью существовали в этом мире. Алиса шепнула об этом доктору, и он быстро собрал группу. Им нужно было решить, что делать дальше. Свет вокруг становился все более плотным, и они понимали, что времени не так много. Находясь под давлением, доктор Хантер предложил рискованный план. Они должны попытаться войти в поле, чтобы понять, что там происходит, и, возможно, найти пропавшую группу. Участники экспедиции обменялись взглядами и после краткого обсуждения согласились. Группа сделала шаг к свету, и когда они пересекли границу поля, мир вокруг них изменился. Они оказались в пространстве, где время и реальность переплетались. Звуки, которые они слышали, были искажены, а цвета казались более яркими и насыщенными. Каждое движение давалось с трудом, будто они были в замедленном времени.
Страх охватил каждого, но желание разгадать тайну и спасти пропавших стало сильнее. Доктор Хантер начал быстро записывать новые данные, осознавая, что они стали свидетелями чего-то уникального. Тем временем Джейсон заметил, что вдалеке движется фигура, похожая на одну из пропавших исследовательниц. Она стояла, не двигаясь, и смотрела на них. Сердце Джейсона забилось быстрее. Все они знали, что это может быть ключ к разгадке. Разгоревшаяся интрига становилась все более запутанной, и каждый шаг в этом странном мире мог оказаться решающим. Фигура, похожая на пропавшую исследовательницу, медленно продвигалась к группе, и с каждым шагом в сердце Джейсона закрадывалось все больше надежды. Но когда она подошла ближе, участники экспедиции поняли, что это не совсем то, что они ожидали. Лицо женщины было бледным и лишенным эмоций, а глаза светились холодным светом. Она остановилась на месте и, казалось, пыталась сказать что-то, но слова не доходили до слушателей, как будто звук терялся в воздухе. Доктор Хантер решил попробовать установить с ней контакт. Он осторожно подошел вперед и произнес: «Мы здесь, чтобы помочь вам». В ответ женщина лишь кивнула и указала на лес, призывая их следовать за собой. Группа, полная любопытства и растерянности, решила идти за ней. Они шли по узкой тропе и вскоре наткнулись на небольшую деревню, скрытую среди деревьев. Жители выглядели странно. Их лица были выражены в постоянном недоумении, а одежда напоминала древние наряды. Каждый из них смотрел на исследователей с любопытством, но без каких-либо признаков агрессии. Группа ощутила, как напряжение нарастает. Эти люди не выглядели как обычные местные жители, и их поведение вызывало множество вопросов. Женщина, которая привела группу, обратилась к жителям, произнося несколько неразборчивых слов. В ответ на это некоторые из них начали медленно подходить, образуя круг вокруг исследователей. Один из мужчин, старший по возрасту и с длинной бородой, вышел вперед и начал говорить на языке, который никто из группы не мог понять. Но его жесты и интонация передавали чувство тревоги и настороженности. Доктор Хантер, осознавая необходимость связи, попытался объяснить, кто они и что делают в этом месте. Он показал свои исследовательские записи, надеясь, что какие-то знакомые слова или символы смогут установить контакт. Но вместо этого старший лишь покачал головой и взглянул на женщин. Она посмотрела на группу с растерянным выражением лица, словно искала помощь. В этот момент Джейсон заметил, что вокруг деревни начали собираться другие фигуры. Они двигались с неестественной грацией, и их глаза светились тем же холодным светом, что и у женщины. Это вызвало у исследователей новый всплеск страха. Научные методы и логика не давали объяснения тому, что они видели. Участники экспедиции начали переговариваться, высказывая предположение о том, что они могут быть в ловушке. Старший, заметив нарастание тревоги, взял женщину под руку и потянул ее к выходу. Группа поняла, что их шансы получить помощь уменьшаются. Пришлось действовать быстро. Доктор Хантер решил рискнуть и спросил, есть ли у них способ вернуть пропавших исследователей. Это вызвало живую реакцию среди местных жителей. Женщина, повернувшись к старшему, произнесла несколько слов, и тот, в свою очередь, жестом указал на лес. В его глазах появилось понимание, и, казалось, он собирался что-то объяснить. Но в этот момент один из странных существ, которые наблюдали за группой, сделал шаг вперед и издал гудящий звук, прерывая разговор. Все взгляды устремились на него, и нарастала тревога. Исследователям стало ясно, что они оказались в центре конфликта между странными существами и местными жителями, и их судьба может зависеть от того, как они решат эту напряженную ситуацию. Вокруг сгущалась тьма, и кто-то должен был сделать шаг навстречу, чтобы выяснить правду о пропавших и о мире, в который они попали. К напряженной атмосфере в деревне нарастало ощущение, что все наблюдают за исследователями. Доктор Хантер ощутил необходимость записать все, что происходило вокруг. Он быстро достал свой блокнот и начал фиксировать наблюдения, включая детали о странных жителях и загадочной женщине, которая их проводила. Его руки дрожали от волнения, но он понимал, что эти записи могут стать ключом к пониманию происходящего. Старший местный житель, взглянув на Хантера, кивнул, как будто понимая, что важно зафиксировать происходящее. Он подошел ближе и начал показывать на окружающие предметы и явления, которые также нуждались в записи. Хантер, стараясь перевести все эти жесты, стал фиксировать их на бумаге. В это время остальная группа продолжала наблюдать за странными существами, которые медленно приближались к деревне. Постепенно напряжение нарастало. Один из охотников, входивший в состав экспедиции, заметил, что одно из существ начинает излучать свет.
Оно стояло неподвижно, а свет, исходивший от него, постепенно становился все ярче. Исследователи переглянулись, осознавая, что это может быть очередным аномальным явлением. Ситуация становилась все более загадочной. Доктор Хантер вновь попытался установить контакт с местными жителями и попросил их объяснить, что происходит. Старший, все еще демонстрируя жестами, указал на существ и на лес. Хантер понял, что они, вероятно, являются частью этой аномалии, и его записки должны отражать не только поведение жителей, но и действия этих существ. Внезапно свет вокруг существ начал пульсировать, и группа ощутила, как весь воздух заполнился напряжением. В этот момент Алиса, держа камеру, решила запечатлеть это событие на видео. Она понимала, что такие моменты могут быть важны для дальнейшего анализа. При этом она старалась не отрываться от происходящего, чтобы не пропустить ни одной детали. Свет стал мерцать, и вокруг исследователей начали появляться новые фигуры, которые казались отражениями, появляющимися и исчезающими. Это было похоже на визуальные галлюцинации, но они были слишком явными, чтобы игнорировать. Воздух наполнился звуками, похожими на шепот, которые словно доносились из другого измерения, создавая напряжение и страх. Доктор Хантер, заметив изменения, записал: «Наблюдение. Существование множества повседневных символов и явлений, которые, похоже, могут представлять собой взаимодействие между нашими реальностями». Он чувствовал, что эти строки могут стать основой для научной работы, если им удастся вернуться домой. Алиса продолжала снимать, фиксируя все необычные явления, когда вдруг одна из фигур, похожая на человека, показалась ей знакомой. Она резко остановилась и с замиранием сердца поняла, что это одна из пропавших исследовательниц. Она выглядела как будто бы замороженной во времени, и, несмотря на ее живое выражение лица, она не могла произнести ни слова. Крик Джейсона привлек внимание всей группы. Он указал на существо, которое начинало двигаться в их сторону. С каждым шагом оно излучало все больше света, и исследователи начали чувствовать, как влага, собирающаяся в воздухе, образует вокруг них тонкий туман. В конечном итоге все взгляды устремились на это существо, и каждый понимал, что их судьба может зависеть от того, как они отреагируют на это явление. Ситуация накалилась до предела, и каждый в группе осознавал, что им нужно действовать быстро, чтобы разобраться в происходящем и, возможно, вернуть тех, кто пропал. Неизвестность, окружавшая их, стала осязаемой, и они понимали, что каждая секунда может стать решающей. Светящееся существо приблизилось к исследователям, и все вокруг погрузилось в тишину. Доктор Хантер, все еще записывающий свои наблюдения, заметил, как энергия вокруг них стала пульсировать. Алиса медленно поднесла камеру ближе, чтобы запечатлеть момент. Существо, кажется, осознало их присутствие, и его свет начал меняться, принимая форму ярких символов, которые появлялись и исчезали в воздухе. Вдруг существо остановилось и вытянуло руку к Алисе, как будто пыталось жестом что-то сказать. В этот момент она почувствовала, как что-то проникает в ее сознание. Мгновение спустя перед ее глазами возникла картина. События, которые произошли в лесу до исчезновения исследователей. Алиса увидела, как ее товарищи, окруженные светом, обсуждали нечто важное, что привело их к открытию аномалии. Их голоса звучали в ее голове как эхо, и среди них выделялся голос доктора Хантера, который говорил о необходимости тщательно изучить аномальные явления. Вдруг поток памяти прекратился, и Алиса в замешательстве глянула на доктора Хантера. Она сообщила всем, что увидела, и его глаза наполнились осознанием. «Мы здесь не случайно», — произнес он, хотя его голос был полон тревоги. «То, что мы наблюдаем, это не просто аномалия. Это результат воздействия на время и пространство. Мы стали частью чего-то большего». Существо, словно услышав его, начало светиться еще ярче, и в воздухе внезапно возникли новые символы. Каждый из них представлял собой сложные уравнения и схемы, которые начали складываться в единую картину. Хантер понял, что это ключ к разгадке происходящего. Он раскрыл свой блокнот и начал записывать символы, осознав, что эти знания могут изменить их понимание мира. Тем временем фигуры вокруг начали двигаться, и Джейсон в тревоге заметил, что они стали более явными. Каждое существо, похоже, пыталось донести до них какую-то информацию. В этот момент старший местный житель, который ранее не принимал участия в обсуждении, вышел вперед, и его глаза сверкали от волнения. Он указал на символы и на существо, произнося несколько слов, которые теперь казались понятными.
«Это предостережение», — произнес он с трудом. «Лес — это не просто лес. Это место, где время и пространство пересекаются. Здесь происходит взаимодействие с прошлым и будущим. Исчезнувшие исследователи стали частью этого процесса». Эти слова повергли группу в шок. Они поняли, что исчезновение их товарищей могло быть вызвано не случайностью, а неким экспериментом с временными потоками. Доктор Хантер начал понимать, что их собственные действия могли привести к этому результату. «Мы должны найти способ вернуть их», — произнес он с решимостью. «Но для этого нам нужно понять, как работает эта аномалия». Свет вокруг начал колебаться, и символы наполнили пространство. Внезапно одна из фигур, похожая на пропавшую исследовательницу, сделала шаг вперед и, протянув руку к Хантеру, произнесла: «Помогите нам вернуться. Мы не можем остаться здесь». Эти слова вызвали волну эмоций в группе. Они осознали, что не просто исследуют аномалию, но пытаются спасти своих друзей. В этот момент напряжение достигло своего предела. Каждый из исследователей понимал, что им нужно действовать быстро и решительно. Они объединили свои усилия, готовясь к тому, чтобы понять, как использовать полученные знания и вернуть пропавших. Вся группа стояла на краю открытия, которое могло изменить их судьбу навсегда. Вокруг них сверкали символы, отражая их надежды, страхи и стремления к спасению. Доктор Хантер, понимая всю серьезность ситуации, собрал группу вокруг светящегося существа. Он сказал им, что они должны использовать все свои знания, чтобы найти способ активировать аномалию и вернуть пропавших исследователей. В это время старший местный житель начал повторять несколько фраз, которые, как казалось, были связаны с ритуалом или заклинанием, необходимым для активации времени. Алиса, полная решимости, обратилась к доктору Хантеру. «Мы должны попытаться соединить наши мысли, чтобы направить энергию этой аномалии». Она предложила, чтобы каждый из них сосредоточился на воспоминаниях о своих товарищах, а затем, объединив их чувства, попытался создать ментальную связь, способную активировать силу, заключенную в свете. Группа встала в круг, их руки соединялись, и они начали медленно произносить имена пропавших. С каждым произнесенным именем свет вокруг них начинал пульсировать все быстрее, а символы в воздухе становились все более яркими. Внезапно существо, которое они ранее видели, сделало шаг вперед и, подняв руку, как бы призывало их продолжать. Секунды тянулись, и в воздухе возникло ощущение электричества. Каждый из исследователей почувствовал, как их мысли переплетаются, создавая невидимую сеть, связывающую их с пропавшими. Доктор Хантер закрыл глаза и, сосредоточившись на воспоминаниях, произнес: «Мы вернем вас. Мы вас найдем». Вдруг в центре их круга возникло яркое свечение, и символы начали вращаться, создавая вихрь света. Призрачные фигуры пропавших исследователей начали появляться в этом свете, словно ослабленные тени возвращались к своему телу. Каждая фигура становилась все более четкой, и вскоре они все стояли перед группой, бодрствующие и живые, но с выражением страха и замешательства. Алиса, увидев одну из своих подруг, закричала от радости, но радость была недолгой. Пропавшие исследователи выглядели так, словно они пережили нечто ужасное. Один из них, Бен, который раньше был полон жизни, теперь выглядел истощенным и испуганным. Он смотрел на своих друзей с невероятным страхом. «Что произошло? Где мы?» — произнес он с трудом. Доктор Хантер, стремясь восстановить контроль над ситуацией, объяснил, что они в опасной временной аномалии, и его группа пришла их спасти. В этот момент свечение вокруг них стало еще ярче, и вскоре они осознали, что их связь с аномалией начинает ослабевать. Время снова изменялось, и они должны были действовать быстро. Собрав все свои силы, группа начала двигаться к выходу из света. Но в этот момент подул сильный ветер, и пространство вокруг них стало искажаться. Звуки начали смешиваться, и они поняли, что времени стало недостаточно, чтобы вернуться. Каждый из исследователей начал паниковать. И в этой суматохе свет, который их окружал, стал разрушаться, как хрупкая нить. Доктор Хантер закричал: «Сосредоточьтесь! Давайте представим, что мы все вместе вернемся! Мы должны вернуться в наш мир!» Группа, собрав всю свою решимость, крепче сжала руки и сосредоточилась на своем желании вернуться домой. И тогда, как по волшебству, вокруг них произошел взрыв света, и они почувствовали, как их притягивает к центру. В этот момент времени и пространство исчезли, а затем они с глухим ударом упали на землю. Вокруг послышались знакомые звуки, гудки поездов, смех детей, и каждый из них вскоре осознал, что они вернулись. Время снова стало нормальным, но оно навсегда изменилось в их сознании.
Когда группа исследователей пришла в себя, они оказались на старой тропе в лесу Бэйпорта. Тишина вокруг была густой, только шорохи деревьев напоминали им о том, что они вернулись в знакомый мир. Доктор Хантер быстро осмотрел своих товарищей и увидел, что они все целы, хотя на лицах многих еще сохранялись следы страха и замешательства. Бен, один из пропавших, первым нарушил молчание. «Что произошло? Сколько времени прошло?» По мере того, как они начинали осознавать свое положение, исследователи поняли, что хотя в аномалии прошло несколько дней, в реальном времени всего лишь несколько часов. Память о странных существах и светящихся символах оставалась в их сознании, как яркая картина, которую невозможно было стереть. С группой, шагая к выходу, каждое движение напоминало о том, как близки они были к утрате. Когда они вышли на окраину деревни, взгляды местных жителей встретились с удивлением и радостью. Никто не мог объяснить, как группа вернулась, но тревога уступила место общему облегчению. Жители начали собираться вокруг, задавая вопросы, но исследователи были слишком потрясены, чтобы вникать в детали. Доктор Хантер, осознав необходимость объяснить произошедшее, собрал всех и начал рассказывать о своих открытиях. Он говорил о временном сдвиге, о существах и о том, как они стали свидетелями аномального взаимодействия времени и пространства. Его голос звучал уверенно, он понимал, что это знание может изменить их восприятие реальности. Алиса, вспомнив о видео, которое она сняла во время событий, решила показать его друзьям и местным жителям. Записи, на которых были зафиксированы события, стали мощным доказательством их пугающего опыта. Люди в деревне смотрели на экран с недоумением, осознавая, что видят реальные образы аномалий, которые раньше воспринимались лишь как слухи и легенды. С новыми известиями о возвращении исследователей в Бэйпорт начали съезжаться ученые, журналисты и просто любопытные. Каждый хотел узнать о произошедшем. Город быстро стал центром научного интереса. Доктор Хантер и его команда начали работать над исследованием временного сдвига, надеясь раскрыть его тайны. С каждым новым открытием они понимали, что цена знания может быть высокой. Их опыт навсегда изменил восприятие реальности, и каждый из них боролся с внутренними демонами, связанными с тем, что они пережили. Некоторые исследователи ощутили, что стали частью чего-то более масштабного, чем просто научный проект. Они понимали, что разгадать эту тайну значит не только вернуться к прежней жизни. Время шло, и действия группы привели к созданию нового научного направления, исследующего аномалии временных сдвигов. Их работы основывались на опыте, полученном в лесу, и они начали осознавать, что даже самые малые изменения могут иметь глубокие последствия. Каждый новый эксперимент мог привести к непредсказуемым результатам. Пока город жил своей новой жизнью, лес вокруг Бэйпорта оставался неизменным. Исследователи понимали, что у них есть возможность изменить будущее, но также осознавали, что прошлое никогда не отпустит их. Они знали, что мир полон тайн, и каждая из них ждет, чтобы быть раскрытой. Бэйпорт, когда-то обычный город, стал местом, где реальность и время переплетались, оставляя неизгладимый след в сердцах тех, кто пережил эту необыкновенную историю. Каждый из них понимал, что их приключение не только изменило их, но и открыло дверь в мир, о котором они и не могли мечтать.